Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами будем снова обозревать чайник. На этот раз это будет чайник Натлана с непроизносимым названием Тлетль или Уикатель. Боже мой, кто придумал это название? Как обычно, начну обзор с интерьера. У входа нас встречает вот такой наш, я не знаю, как его назвать, сопровождающий, портье. В общем, он здесь стоит и встречает всех гостей. На первом этаже у меня что-то типа, как сказать, мини-зала. Здесь могут собираться друзья. Тут у нас сцена для выступления. Вот здесь могут выступать персонажи, так сказать, а там своеобразная мини-кафешка. В общем, выглядит прикольно, мне кажется. Сейчас покажу вам все подробнее. Здесь у нас место для готовки. Там у нас заказы подают, а здесь вот место для готовки. Тут у нас вот бочоночек для напитков. Здесь, где жарят шашлычки. В общем, тут мини-кухня. Здесь зал, где это все подается. Вот тут у нас уже кто-то что-то заказал. Красивое дерево. Мне нравится. И этот аквариум там смотрится прикольно. Но это я сделала что-то типа сцены для выступления. Это из набора Фонтейна. Вот эта вот сцена. Так. Место для готовки я вам показала. Здесь с противоположной стороны у нас диванчики, где можно посидеть, поболтать. Котик скучает. Красивый котик. Тоже, по-моему, с какого-то ивента давался, я не помню. Симпатяшка. В общем, котик тут главный, вы поняли. Вот эта штука из набора Сумеру. Не знаю, что это, но поставила сюда. Сцену я вам показала. Здесь можно подняться. Там будут сидеть друзья. В общем, веселая компания. А тут кто-то их будет развлекать. Гюнзы, например. Шучу. Вот такое вот местечко. Рыбок можно поменять, конечно, других поставить. И пока что тут эти плавают. Так, давайте пойдем туда. Там у нас еще одна пару комнат. Наверное, вам буду сегодня показывать вот в таком формате с камерой. Эту камеру держит Шарлотта. Она, конечно, низковата, поэтому немножко мне не нравится ракурс, но выше ее не поднять. Так, сама Шарлотта низкая. Здесь вот картина такая вот. Не помню, откуда она. Какого-то задания. Диванчики хорошо сюда вписались. Так, здесь только одна комната. Давайте зайдем в нее. Здесь что-то типа кабинета. Сейчас не помню, что за время у нас. Немножко темновато. Такой вот стольчик. Стиль Натлана, конечно, своеобразный, но тоже что-то в нем есть для разнообразия. Иногда можно менять и этот чайник, так сказать, смотреть на него. Диванчик вот этот, честно говоря, сюда не очень вписывается. Может поставить красненький какой-нибудь. Да, наверное, этот диванчик заменю. Не очень он мне нравится. Но вообще, если изменить время, то должна картина чуть по-другому выглядеть. О, поставила время ночное. Теперь оно с такой вот подсветкой. Тоже прикольно выглядит. Хотя диванчик все еще выглядит мрачновато. Ну, я его потом поменяю. В общем, симпатичненько. Здесь такая картина я вам показывала.
Так, здесь раньше еще ковер был. Я его убрала, так как тут лимит по вместимости. Мне хотелось еще сюда вместить вот эти вот столики надо было. Поэтому пришлось от половины интерьера избавиться. Эх, все-таки красиво вот этот ракурс мне нравится, если отсюда смотреть. Прикольненько. Так, котик наш. Так, мимо котика нельзя проходить. Ничего себе, он выкрутасы делает. Если я так сделаю, не разогнусь. Так, тут у нас еще 2 комнатки. Бабочки, растения, в общем. Так, здесь у нас спальня, да. По-моему, она единственная во всем доме, если я не ошибаюсь. Или еще где-то есть. Шкафчики, конечно, у натлановцев своеобразные. Как будто цельного камня сделано. Что-то типа того. Надеюсь, на этой кровати не жестковато спать. Зато картина сюда отлично вписалась. Здесь именно... Ну, чаще всего я эти интерьеры делаю из готовых наборов, которые игра предоставляет. И потом уже что-то убираю, что-то добавляю. В общем, все такое простенько, нету чего-то вау, шикарного, но в целом в итоге выглядит неплохо, мне кажется. Вот такая у нас была спальня. Надеюсь, она кому-то понравилась. Так, вторая комната, чуть не забыли. У нас тут еще одна комната. Здесь у нас кабинет. Что-то типа приемного кабинета. Есть кабинет, в который просто для работы, а это приемный кабинет, где можно принимать посетителей. Есть такие вот заметки. Кустики вот эти обожаю везде пихать, деревья. Были бы еще какие-нибудь огромные деревья для интерьера, тоже бы их ставила. Свечка вот это мне нравится, сам эффект, как горит. В общем, тут вот такой вот кабинетик. Так, пойдемте. О, котик за нами пришел. Так, проходить мимо котика нельзя. Так, здесь я вам все показала. С той стороны тоже показала. Пойдемте наверх. Вот за котиком. Котик без нас уже ушел. Надо его догонять. Он свалил без нас наверх. Я все видела. Куда это он без нас тут направился? Вот он, нас ждет. Ты куда? Бути. Какой классненький. Разбойник. У меня дома такой же, только серый. Тоже разбойник. Гроза всех улиц. Котик, пропусти нас. Так. Вы ничего не видели? В общем, у входа у меня тут такой вот место, где можно посидеть. Кустики из набора Нордкрая новые. Кыс-кыс, ну, не скучай, там идем с нами. Вот такой у нас второй этаж. Вечернее время, конечно, смотрится классно. Ну, давайте пойдем по правой стороне. Мои любимые кустики, которые я везде пихаю. В общем, если хотите перекусить, пожалуйста. Здесь можно посидеть, почитать. Кстати, я поняла, что сюда котик пришел. Здесь его лежанка. Здесь можно тоже посидеть с котиком поиграть. Ну, шкафчики эти. В общем, можно сказать, что почти вписались. Котик нас все еще ждет. Но нам нужно обследовать здесь 2 комнаты. Где они? Так, комната номер 1. Опять же, еще один кабинет. Причем
Что-то мне кажется, что он один в один похож на предыдущий. Ну, либо очень сильно похож, либо один в один. Кажется, кое-кого, не будем показывать пальцем, закончилась фантазия. Я сделала одинаковый кабинет. Да, можно было что-то еще придумать. Не делать все одинаково. Ну ладно. В общем, полюбовались. Пойдем во вторую. Вторая комната у нас это еще одна спальня. Нет, все-таки у нас в этом доме 2 спальни. Есть такой вот столик. Шкафчик, в общем. Или как это назвать? Комод? Что это вообще? Сундук, комод, где можно хранить вещи. Диванчик такой шикарный. С мечами. Еще один, как это сказать, врезной шкаф в стену. Ну, типа того. И кровать. Ну, в общем, такая вот у нас тут спальня. Еще одна. Кстати, вот как это выглядит у нас сверху. Вот это место мне так нравится. Такое уютненькое. Чем-то напоминает кафешку, но в общем уютненько. Прикольно. Мне все эти, как сказать, здания нравятся. И Мунштада, и Лие, и Нордкрая, и Натлана. В каждом что-то есть. Котик вписался в лестницу. Ну, что ты мявкаешь? Вылазь из лестницы. Вылазь. Так, интерьер я вам показала. Теперь пойдемте смотреть экстерьер. А, нет, подождите. Отменять экстерьер. Надо показать вам вид сверху всех помещений. Ну, или хотя бы котика. Так, это у нас гостиная. Это у нас спальня номер 1. Тут у меня кабинет для гостей, так сказать, приемный. Тут кабинет номер 2, где можно посидеть, поработать. Тут у нас спальня номер 2. И кабинет номер 2. Кажется, это уже номер 3. Слишком много кабинетов. Надо было что-то другое сделать. Такой у нас был интерьер нашего дома из Натлана. Теперь давайте посмотрим экстерьер, острова, все остальные. Насколько я помню, их, кажется, 3, но это не точно. Так, первый остров, на котором находится у нас главное здание, выглядит, собственно, вот так. Сначала вам покажу вид сверху, а потом пройдемся по нему. Ну, тут я, собственно, накидала разных предметов декора. Особого какого-то мега крутого здесь ничего такого нет. Ну, сложно что-то придумать, когда вокруг все такое красное. Там у нас вход впереди. Здесь у меня раньше Nissan стояла, пока дружбу качала. Тренировалась, так сказать. Там кустики всякие. Здесь у меня стоит Николь, качает дружбу под этой аркой. Собственно, и по стилистике ей подходит. Вот такое огромное строение. Ну, здесь, судя по дыму, тоже что-то типа домика, там кто-то живет. Ну, сейчас, конечно, не войти, но теоретически там кто-то живет. И здесь тоже есть вход. Немножко забаррикадирован.
Здесь можно выйти из нашей крепости. Чтобы пойти на другие острова. Тут я поставила разных этих шкафчиков с зельями. Ну, можно представить, что здесь как будто у нас бывает какой-нибудь, как его назвать, ярмарка. Бывает какая-нибудь ярмарка. Сюда приходят продавцы. И все это продают жителям. Ну, в общем, нафантазировать можно. Туда наверх можно, в принципе, залезть по этой вышке. Опять же, у меня здесь много разных мест, так сказать, для ярмарки. Здесь кузница, по-моему, или готовка. Нет, здесь можно приготовить еду, а кузница вот здесь, вот в этой огромной штуке. Здесь алхимический верстак. Ну, я стараюсь всегда во всех чайниках ставить и кузницу, и верстак алхимический, и для приготовления еды. Чтобы, если что, можно было быстро телепортануться и что-то приготовить, что тебе нужно. Так, покажу вам выход из нашей этой, так сказать, крепости. Так себе крепость, конечно, учитывая, что вот там вот нету забора, но я бы его там поставила. Такой же большой красный, как здесь. Но здесь уже лимит, и с той стороны просто забор не влез. Ну вот снаружи оно вот так вот выглядит. Там были какие-то наборы экстерьера, я их сюда поставила и как-то так скомпоновала. И получилось вот такое вот. Так, пойдем на второй остров. Это у нас второй остров, так сказать, вид сверху. Этот уже строила не я. Это я скопировала. Когда мы телепортируемся, появляемся сразу вот на такой платформе. На огромных воздушных шарах. Здесь у нас столики. Столики. Если вы вегетарианцы, можно здесь капусту пожевать. Так, здесь у меня лестница. Тут мы типа должны спуститься. Включила день. Это ночью, конечно, прикольно, но немножко темновато. Вот такой у нас тут шар, на котором мы появились изначально. Вот такая вот платформа. Здесь по кругу установлены тоже такие домики жителей этих пера, чего-то там, как он называется, не помню. Короче, из клана Часки. Из Натлана только Ситлали. Поэтому я все эти кланы не особо-то и не помню, как они там называются. Такие вот домики по кругу здесь. Давайте поднимемся сюда. Ну, такой обычный домик. Из этой стилистики, так сказать. Ох, как интересно. Я, кстати, сюда вниз никогда не спускалась. Очень прикольно. Вот там уже вот такие вот тоже пара помещений. Так, это у нас был самый верхний этаж. Давайте теперь спустимся на нижний. Здесь вот спуск. Здесь по лестнице спускаешься, и потом туда вниз, и ты оказываешься внизу. В принципе, можно вот так подняться, а можно и по-другому подняться.
Там еще есть один способ. Кстати, вот такая вот конструкция снизу. Такое все подвесное на шарах. К сожалению, здесь уже лимит. И внизу ничего не поставишь. А так было бы прикольно что-то внизу, вот на этом пустом месте, что-нибудь поставить. Интересно, конечно, все это выглядит. Не представляю, как это все строить. Так, пошлите с вами на 3-й остров. Даже не знаю, как его показать вам. Собственно, вот так он у нас выглядит далеко. Сейчас мы пройдемся поподробнее. Здесь внизу я поставила дополнительно некоторые элементы. Например, там лава сзади. Вот эти вот горы такие. Еще вот эту дополнительную домик. Здесь такая вот лава, в которой рыбки плавают. Подняться наверх можно 2 способами. Вот это первый. Встать на него, подпрыгнуть, и ты окажешься там наверху. Либо через телепорт. Там наверху есть телепорт. Ну, можно, конечно, и через этого. Сейчас покажу. Вот так встаем, заседлали и подпрыгиваем. И вот мы здесь наверху. Это у нас один из способов. Так, опять эти самые домики. Тут у меня прям качает дружбу. Любуется на огонь. Так, сейчас сгоняем с вами вот на тот остров. Так, я поняла, зачем там были вот эти прыгающие штуки. Можно здесь подпрыгнуть и тпшнуться на 2-й остров. Вообще там внизу тоже есть вот эта вот прыгалка, вон она стоит внизу. Если на нее встать, подпрыгнуть, то ты уже окажешься там наверху. Мы приземлились. В принципе, красиво, мне нравится. К сожалению, на постройку всех этих экстерьеров самой у меня фантазии не хватает. Придется заимствовать ее у других. Интерьер я люблю устраивать. Вот с экстерьером, да, небольшие трудности. Но даже если хватает фантазии, я просто не представляю, как расположить все эти объекты в воздухе. Я как-то пробовала сама, но что-то у меня ничего из этого не получилось. Есть некоторые, которые, да, можно поставить в воздухе, поднять там выше, ниже. Но есть некоторые объекты, которые игра не позволяет ставить в воздухе. Но как это делают люди, понятия не имею, каким способом. Надеюсь, что это способ легальный. Так, давайте спрыгнем вниз, покажу вам, что там внизу. Здесь внизу я поставила вот такие вот 3 домика в скале. Они как бы, ну, тоже, чтобы что-то заполнить, чтобы не было внизу совсем пусто. А то внизу было совсем пусто. Я бы еще какие-нибудь кустиков, растений поставила, чтобы здесь было не так все пустовато, но оно сюда не впихуется, потому что уже лимит. Так, у меня остался последний остров. Сгоняем с вами на него. Кстати, это вид наших первых 2 островов издалека. А это уже последний остров, который я
делала сама. Ну, наверное, понятно, что я его делала сама, судя по гениальному в кавычках дизайну. Телепорт у меня стоит вот в такой жаровне. Не спрашивайте, почему. Не знаю, зачем я его сюда поставила. Наверное, чтобы народ пугать, если вдруг кто-то сюда ко мне переместится. Здесь я поставила вот такие вот конструкции все вместе. Здесь получилось что-то типа трона. Прикольно. Здесь у нас 6 таких гигантских, назовем мини-троны. Ну, это что-то типа места, где могут происходить собрания глав кланов и клана. Неплохо выглядит, прикольно. Так, ладно, пойдем в другие комнаты. Ну, не комнаты, а эти. Помещения. Так, здесь я поставила вот этого вот. Я не знаю, кто это. В общем, нашла. И, в принципе, прикольно. Все это выглядит ночью, но очень становится плоховато видно остальные детали. Мне, конечно, очень красиво это все подсвечивается, но много каких деталей перестает быть видно. Эти конструкции все такие гигантские, что с высоты этого роста персонажа плохо все видно. Здесь вообще должен стоять, как это сказать, кассир и продавать билеты. А вот тут у нас должно быть представление различные. Еще у нас должны выступать артисты. А там куча зрителей должна быть. Поэтому столько места. Ну так, по задумке моей. Здесь что-то типа место для проведения концертов. Да. Вы зададитесь вопросом, зачем проводить концерт рядом с собранием совета. Вопрос хороший, ответ на него не знаю. Вот эту вот странную конструкцию я сюда поставила. Опять же, понятия не имею зачем. Здесь могут заходить артисты, переодеваться перед концертом. Ну, мало ли кто на концерте захочет пожевать рыбу. Ничего, всякое бывает в жизни. Здесь на всякие шапочки, маски. Если вам вдруг солнце напечет, можно прийти купить. Здесь тыльная сторона, так сказать, нашей сценической зоны. Там уже так, ничего интересного. Первоначально я построила так вот эту вот центральную часть, типа как сцена, там выступает, вот здесь куча зрителей, а потом уже захотела поставить и вот эту вот конструкцию с тронами. Вот такой у нас был обзор чайника Натлана. Надеюсь, хоть кому-то было интересно. Немножко скучноватый, конечно, но спасибо всем, кто посмотрел до конца. Пишите комментарии, ваше мнение по поводу всех этих построек. Кому интересно, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.